Когда я начинала только заниматься, я не понимала, что вот все будет настолько серьезно. Я вот до этого занималась баскетболом и так, ну, просто школьный уровень района, не больше. А потом уже, когда вот начала заниматься легкой атлетикой, когда я выиграла свои первые соревнования, я тогда уже реально поверила в себя. Я когда начала тренироваться, я пришла больше, наверное, за здоровьем. Я совсем была слабенькая, у меня были много проблем, даже которые сейчас остаются. Через 1,5 года меня выставили на первые мои соревнования, где я пробежала 1000 метров и там выиграла свою первую медаль. Но от меня никто не ожидал. Всегда я была быстрее всех в классе. Мне очень хотелось заниматься, но у нас не было тренеров никого, и поэтому вот так получалось. Но потом Елена Юрьевна с Алексеем приехали, и спустя год я пришла. И вот так вот началась моя спортивная жизнь. Физрук отдал меня в легкую атлетику. Он такой: не хочешь попробовать легкую атлетику? Я вообще понятия не имела, что это такое, вообще не представляла. Они пришли посмотреть на меня, тренера. Такая: ну, возьмем эту девочку. Я такая, улыбка до ушей, не знаю, кто такие. Такая: ну, давайте попробуем. Теперь в легкой атлетике осталось уже 4,5 года, скоро 5 будет лет, как занимаюсь. И дали объявление: трибус-трекер по легкой атлетике и телефон. Я его прочитал, говорю, и у меня вдруг вот машинально, говорю: Лен, говорю, у тебя же диплом, ты легкоатлетка, говорю, давай, ты устраиваешься на работу, а я иду и вместо тебя буду работать. А ты мне будешь помогать, мы будем вместе, и все будет хорошо. И мы так сделали, пришли на собеседование, поговорили и начали работать. Я постоянно думаю о тренировках. Если у нас нет тренировок, я дома сама занимаюсь. В интернете какие-то видео смотрю, каких-то соревнований. И у меня не проходит, наверное, ни одного дня без легкой атлетики. Это мое любимое дело, я так амбициозный был, а тут вообще у меня было столько мотивации, столько вообще всего. Я сразу решил, что мы выиграем все, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Вот дети ко мне приходили, я сразу говорю: хотите выигрывать? Да, они: да, мы хотим. И мы вот так и начали работать, и все, работали. Где-то через год уже пошел первый результат. Да. И самое главное, основа у нас при этом мы всегда бережем, то есть мы не забываем, что они дети, никогда их не перегружаем, то есть гликолитических тренировок не проводим, все то, что полезно для здоровья, все делаем, все процедурки, всегда их обследуем, следим за состоянием всех их органов, всех систем организма, потому что, не знаю, считается, что вроде как спорт это типа вредит здоровью, на самом деле современный спорт при современных условиях и знаниях уже, и вообще науки при современной, он вполне совмещается, и человек должен быть здоровым и может быть профессиональным спортсменом. Они следят за нами, они следят за нашим режимом, за нашим питанием. Они много нам рассказывают из своего жизненного опыта, много нам читают разных статей, чтобы мы были в курсе происходящего. Поэтому они самые замечательные. Я могу тренера не слушать во время тренировки, когда он видит, что мне хватит работать. А я не верю и продолжаю. Такое было часто, когда мне уже состояние было гипертонуса, и тренер сказал: все, хватит, тренировку завершаешь. Стоим возле штанги, он хватил ее, и я. Он понимает, что мне уже хватит, но я не верю ему. И я забираю эту штангу, и он у меня тоже. И так все со стороны все смотрят на нас и смеются. Мне нравится легкая атлетика тем, что это индивидуальный вид спорта, что тут больше идет акцент на саму себя. И все зависит от того, как ты выступишь, как ты соберешься, какой будет у тебя настрой. Но самое главное – это голова. И сейчас мы смотрим на состояние ребенка, на его мотивацию, да, на его способность обучаться, то есть менять себя, перестраиваться. Да, вот это да. более важно. И на семейные обстоятельства, потому что без поддержки семьи очень что-либо тяжело добиться. Дедушка, ну и главный болельщик. Но он всегда меня возит на тренировки, с тренировок, если мне куда-то надо поехать, он всегда меня может отвезти. И на соревнованиях он часто, ну вот больше всех из семьи, наверное, времени проводит. И болеет за меня, за девочек, за всех. Я думаю, это все-таки брат мой. Мама с папой всегда ездят, мама всегда очень громко кричит мне,
перед финишем. Даже если я прошу ее не кричать, она все равно кричит. Родители не помогают. Все время постоянно сама. У нас получается рекорд России среди нашего возраста с девочками в эстафете. Мы выиграли 4 по 100 и 4 по 400. У меня было такое волнение, что просто непередаваемое словами. У нас не получалась передача. Я бежала последний этап. Никак не получалось. И на тренировках не очень шло. Я слишком близко подпускала Настю. И когда уже дали старт, первый этап побежал, второй. И я просто думаю, господи, хоть бы все было хорошо. И тут у меня в руках оказывается палочка. И я понимаю, что все отлично. И Настя мне сзади орет со всей силы бежать. И я рванула. Мы поставили себе цель добиться больших высот в профессиональном спорте, и когда ты выходишь, ты совсем об этом не думаешь, что тебе будет плохо. Пытаешься эти мысли отогнать от себя и просто выполняешь, выходишь и выполняешь свою работу, ту, которую ты должен сделать. На тебя смотрит столько людей, и ты никак не можешь опозориться. Наша мечта – это попасть на первенство Европы. Просто нам доступно по результату, мы можем там выиграть, Дженнифер может выиграть, Олеся за медали может побороться. Ну, нам этого бы очень хотелось. И плюс девчонки никогда за рубежом не были, и плюс такие соревнования, первый раз с европейцами посоревноваться. Да. Ну, вот для нас это главное. Ну, мечта, наверное, это выступать на международном уровне с лучшими спортсменами, там, то есть чемпионат мира, Олимпийские игры. Вот, так. Цель у меня сейчас попасть на Россию, там постараться выиграть и на Европу добраться. Вот сейчас цель такая. Я хочу добиться больших высот, чтобы потом в дальнейшем помогать и родителям, и брату, чтобы они ни в чем не нуждались. Допинг – это не способ показывать высокие результаты. Мне кажется, довольно приятнее, когда ты своими силами, своими стараниями на тренировках и потом выходишь на соревнования, бежишь и побеждаешь. Это намного приятнее, нежели чем ты побеждаешь, когда употребляешь допинг, мне кажется. Наша группа – доказательство того, что можно добиться хороших и высоких результатов без запрещенных препаратов. У нас в России есть какие-то проблемы с допингом, это не значит, что мы в них тоже задействованы. Я очень боюсь, что вот нас сейчас, допустим, совсем закроют, да, если легкая атлетика, катастрофа будет. Я вот не знаю, что я детям буду говорить, что нам делать. Конечно же, это будет крах. Это слезы, переживания. Я бы спросила, почему вы не хотите нас допускать? Ну, это понятно, что из-за допинга. Ну, не все же употребляют это. Я бы сказала, в первую очередь, зачем? Зачем вы делаете так? И правда, в чем виноваты мы? Если есть чистые спортсмены, они страдают. Этого так не должно быть. Это неправильно.
Легкая атлетика для меня не просто хобби, это как мой смысл жизни, мое любимое занятие, то, чем я живу, и свое будущее я хочу связать с профессиональным спортом. Я вообще не представляю, чем бы я занималась, если бы не легкая атлетика. Иногда я задумываюсь, что бы было, если бы наши тренера не приехали и не набрали бы команду, или я бы не захотела заниматься. Я просто этого не представляю. Поэтому я могу сказать, что это моя жизнь. Ну, это путь, если ты наверх пробиваешься, это без борьбы бесполезно. Мы это четко понимаем и как бы не жалуемся. А мне кажется, нужно, несмотря ни на что, идти к своей цели и надеяться на лучшее. У каждого человека, у спортсмена, любого, это любовь. Любовь к своему делу, я считаю, прежде всего, это называется профессионализмом. Без любви к своему делу не бывает профессионализма. Я никогда не предам свое дело. Каждый заслуживает шанс.